Всем привет! В сегодняшнем календаре событий я расскажу о 3 ивентах следующей недели. Прошу отнестись с пониманием. В Китае сейчас вовсю идет празднование Нового года, и большая часть команд Wired Magic находится в отпуске. Информация дана не полностью. Кроме краткого обзора ивентов, в этом календаре событий я расскажу о мошеннике, который пытается обманывать наших игроков. В конце видео покажу, как он работает. Несмотря на то, что это не соответствует тематике календаря событий, я считаю, игроков нужно предупредить, а делать отдельное видео для этого нет смысла. Этот мошенник ворует не аккаунты, и ему нужны исключительно деньги. Все подробности будут в конце видео. Итак, на следующей неделе все-таки будет событие «Весенний монстр-нянь». Знаю, что некоторые игроки ждали его раньше. Приношу извинения за задержку. Точная дата выхода мне неизвестна, но в течение следующей недели оно начнется. Это событие, как я и говорила ранее, событие-сюрприз. Еще один ивент, в котором мы сможем поучаствовать в это же время – «Джунгли Сафари». О нем я уже ранее рассказывала в выпуске от 22 декабря. В закрепленных сообщениях под этим видео я оставлю на него ссылку. Третий ивент, который мы ожидаем на этой неделе – это карты девушек. То самое событие, в котором мы переворачиваем карты в поисках наряда для девушек. У каждого наряда есть свои характеристики. Вот, например, платье Беллы дает увеличение 8% урона юнитов ранга Б и снижает получаемый ими урон на 5%. Платье Виктории работает аналогично, но с юнитами А ранга. Наряды других девушек повышают атаку и защиту юнитов Б и А ранга на 8%. Но я рекомендую начать с прокачки Беллы и Виктории, потому что в итоге это даст вам больше профита. Это все игровые события, о которых мне известно на сегодняшний день. Наверняка включат и другие. Ждем. А сейчас расскажу схему, с помощью которой мошенник пытается обмануть наших игроков. Итак, первым делом мошенник отправляет сообщение игрокам на сервере. Делает он это массово. Суть сообщения следующая, что он нашел ваш замок в списке рейтинга игры и хочет его приобрести. Те игроки, которые решаются продать ему свой замок, пишут ему по указанному номеру телефона. Для вида обманщик просит скриншоты вашего замка, а иногда даже торгуется. Но в итоге цена все равно оказывается довольно привлекательной. Когда один из моих знакомых игроков столкнулся с этим мошенником, мы решили проверить. То есть пойти ему навстречу, написать ему в Телеграм и посмотреть, что же будет дальше, для того, чтобы располагать информацией о том, как же все-таки он обманывает наших ребят. На следующем скриншоте вы видите мою переписку с мошенником. Для того, чтобы полностью раскрыть его схему, я стала делать то, что он от меня просит. Да? Я написала, что мой игрок якобы хочет продать ему замок. Кстати, обратите внимание, он так и не прочел мой ответ на его же вопрос. Ну, это все потому, что ему не интересно, что я пишу. Ему нужно было посмотреть мой аккаунт в Telegram, чтобы он смог его подделать. И в дальнейшем он будет писать от моего имени моему игроку и пытаться развести его на деньги. Смотрим. На следующий день игрок, с которым мы проводили расследование, скинул мне этот скриншот. На нем мы видим, что мошенник подделал мой аккаунт в Telegram, кстати, на первый взгляд даже и не подумаешь, и написал от моего имени моему игроку. При этом он сказал, что деньги уже у меня, но для того, чтобы мне их перевести без процентов, без комиссии, мне нужно, чтобы мой игрок сначала скинул мне еще какую-то сумму. Вот в данном случае 20 тысяч рублей. На этом скриншоте вы видите часть общения меня и моего игрока, ну, того самого, с которым мы проводили это расследование. Несмотря на то, что мы понимали, что общаемся с мошенником, я была удивлена, увидев этот скриншот. Честно скажу, я не ожидала именно такого поворота событий. Ну и скинула, конечно же, игроку скриншот нашей настоящей переписки. Мы с ним не общались в Telegram, поэтому она вот выглядит вот таким вот образом. На этом дело наше было закрыто, стало однозначно ясно, что это развод, а главное, мы полностью поняли, по какой схеме действует мошенник, поэтому я хочу с вами этим сейчас поделиться. Будьте внимательны. Будьте бдительны, дорогие лорды, соблюдайте правила проекта Wired Magic. Обратите внимание, в правилах ясно сказано, что совместное использование и продажа аккаунта поставит под угрозу безопасность вашего аккаунта. Данное правило введено для обеспечения безопасности вашего аккаунта. Если вы будете его придерживаться, ваш аккаунт и ваши деньги никогда не окажутся в руках мошенников. В конце этого видео я не буду вас просить ставить лайки или подписываться на канал, как я делала это ранее. Я хочу попросить каждого из вас рассказать своим друзьям, союзникам и соратникам про этого мошенника. Давайте сделаем так, чтобы наших игроков ему обмануть не удалось. На этом я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Успехов вам в игре!